Иногда меня забавляет, как люди могут так увлекаться всем, что видят в социальных сетях, хотя миллион раз говорилось, что чужие мнения даже не имеют никакой логической обоснованности. ТКУК делится буквально всем, даже шлепанцами, но вы не увидите, чтобы они выдумывали истории о своих отношениях, потому что общество с этической точки зрения считает это правдой. Вместо этого лицемеры выдумывают тысячи историй только из-за браслета, который даже не похож на браслет другой девушки, и думают, что это настолько реально, что никто не может с ними не согласиться. Они настолько глупы, что увлекаются этими комментариями, совершенно игнорируя то, что ТКУК поделился гораздо большим количеством похожих вещей, чем кто-либо мог себе представить для их бессмысленного пиринга. Они считают совпадением то, в чем даже не уверены. Например, когда ТКУК надел одинаковую футболку в один и тот же день, потому что они не могли быть в одной стране, и решили поддержать друг друга, один на концерте, другой на съемках музыкального клипа. Они носят обувь одного цвета и марки, но никто не говорит, что они встречаются, потому что, они такие лицемерные. Более того, согласно их собственным доказательствам, ТКУК сейчас носит кольцо на безымянном пальце той же модели, но никто ничего не говорит, никто не предполагает, что они, возможно, действительно встречаются. Они носят одежду одного бренда, но это игнорируется. Они надевают одинаковые пижамы в самолете, когда Тэхён сидит на коленях у Чингука, который присматривает за ним, потому что у Тэхёна идет кровь из носа, и зовет его жестом, понятным только им. И почему никто не думает, что это пара, когда это так очевидно? Они верят в браслет, который, по их мнению, кто-то сделал, хотя на самом деле Чингук носит браслет, сделанный CCN Made, чтобы пожертвовать прибыль брошенным собакам, кошкам и детям с сердечными заболеваниями, который Тэхён тоже носит уже давно. Но они не поверили, что ТКУК носит одинаковые рубашки, чехлы для телефонов одного бренда, магнитные брелоки, которые склеиваются, когда их держат двое, одно и то же кольцо в другом случае, красный браслет, впервые увиденный в рекламе, одинаковые синие браслеты, существование которых было подтверждено более чем достоверно. И снова никто не обратил на это внимания. Кольцо Tiffany Ampersand So, которое ТКУКу подарила фанатка, они тоже носили с гордостью несколько раз, как и браслет, который тоже был подарком, которым они долго хвастались. Те же шляпы, которые Чингук купил Тэхёну, чтобы они были похожи, одинаковые наряды, которые они порекомендовали друг другу от мамы и папы во время очень секретной личной поездки, о которой они позже сами рассказали, и многое другое, что я, наверное, даже не успел перечислить. В общем, если вы чувствуете себя великим детективом, попробуйте рассказать мне, кто это был и почему у Чингука, похоже, был гость в доме, когда он открыл печенье. Он, казалось, не заметил, как кто-то странным образом ушел наверх. Если бы вы заметили совершенно не относящийся к делу браслет, я бы также мог сказать, что Тэхён был с ним в тот момент, потому как фигура перешла на другую сторону, и никто не смог бы переубедить меня, потому что это было явно не в первый раз. Но забавно то, что, судя по фоновому шуму, Чингук сказал, что это сантехник пришел починить его фильтр для душа, но этот человек появился на несколько секунд или минут раньше, спокойно зайдя в дом Чингука без каких-либо проблем. И если этот человек был также тем, кто поставил ему капельницу, о которой Чингук упомянул в своем посте в Инстаграм, это тоже немного странно, потому что человек все еще был там, как будто ничего не произошло. В любом случае, я не могу этого подтвердить, это всего лишь мое предположение, и я надеюсь, что вы прочитаете свои комментарии, чтобы понять, согласны ли мы. Хотя это, конечно, не направлено на то, чтобы на кого-то нападать. Если вы хотите верить в то, что ваш мозг считает абсолютной истиной, не приходите ко мне с вопросами об этом. Потому что у меня есть четкое обоснование всего, что они мне дали, и мне не нужно ничего просить. Потому что, несмотря на все желания и ожидания других от Шипа, у которого даже нет прочного фундамента, подкрепляющего его теорию, ТКУК сделал это и продолжает делать гораздо дольше не только в парной одежде или браслетах, но и в песнях, которые они рекомендуют, слушают вместе и открыто посвящают друг другу, ни о чем не беспокоясь. Поэтому, пока вы продолжаете идеализировать что-то бессмысленное, ТКУК всегда будет делать это реальностью для нас, и только для нас эта правда всегда будет ранить тех, кто отказывается ее принять. И вот среди всего этого онлайн-шума, беспочвенных домыслов и пустой болтовни, порожденной завистью, мы возвращаемся к неизменной реальности. Правда не всегда кричит на публике.
Иногда она прячется в тишине, во взглядах, которые встречаются на долю секунды, в легких улыбках, которые понимают только два сердца, знающие друг друга. Тикук – это не теории, не видеоклипы, раз за разом разоблачаемые любителями сенсаций. Это история о настоящей связи, той, которую не нужно доказывать миру, потому что они уже доказали это друг другу, раз за разом, самым тонким, искренним и человечным способом, какой только возможен для двух людей, живущих в центре внимания. Забавно, что чем упорнее другие пытаются это отрицать, тем очевиднее становятся доказательства. От каждого, казалось бы, случайного совпадения в одежде до песен, которые они, случайно, поют одновременно. От тонких посланий в текстах песен, которые перекликаются друг с другом, до маленьких привычек, которые невозможно подделать. Потому что любовь, как бы ее ни называли, любовью, дружбой или как-то еще, никогда не нуждается в объяснениях. Ее просто нужно почувствовать, и Тикук сделал это самым элегантным образом. И, возможно, в этом и заключается главная ирония всей этой драмы в социальных сетях. Люди требуют доказательств, хотя они прямо у них перед глазами. Они заняты тем, что щелкают браслеты и сравнивают фотографии, пока настоящая история разворачивается без камер. Пока весь мир спорил о значении красной нити на их запястье, эти двое сидели рядом, то ли в тихой репетиционной комнате, то ли в машине после концерта и хихикали над выходками мира, постоянно сомневаясь в том, с чем они и так спокойно жили. Тэхёну и Чингуку не нужно было ничего объяснять. Им не нужно было писать длинные абзацы, чтобы успокоить беспокойный фандом. Они просто были собой, смотрели, улыбались, делились. И этого было более чем достаточно для тех, кто действительно понимал. Потому что, в конце концов, только они знали, каково это быть на одной стороне, переживать одни и те же бури и все еще защищать друг друга, даже когда мир больше не был добр. Можно назвать это совпадением, можно назвать заблуждением, но в этом было что-то, что не могли объяснить ни статистика, ни слухи, ни логика. В тишине между ними жила реальность каждый раз, когда Тэхён без причины поворачивался к Чингуку, каждый раз, когда Чингук произносил его имя мягким, не похожим ни на кого другим тоном. И пока люди продолжают искать смысл в мелочах, они забывают, что настоящая любовь рождается не из великих, а из простых вещей, из безмольного единения, из молчаливой поддержки, из присутствия, которое не требует, но всегда рядом. Так что пусть мир, со всеми его теориями и оправданиями, уходит. Потому что, в конце концов, тем, кто по-настоящему понимает, не нужно подтверждение. Они знают, что такие отношения, как у Тикука, измеряются не частотой их встреч, а глубиной их понимания друг друга, несмотря на попытки мира разлучить их. Тикук уже прошел ту черту, когда им нужно что-то доказывать. Теперь они живут для себя и друг для друга. Они растут, меняются и развиваются молча, в то время как другие остаются в ловушке бесконечного цикла оправданий.